Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. В этом выпуске Анна Щербакова рассказала о взаимоотношениях с Этери Тутберидзе. В группе Тутберидзе новая яркая звездочка, чемпионка. Должны ли быть Алина Загитова и Евгения Медведева в сборной России на новый сезон? Чемпионка мира 2021 года и трехкратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала о взаимоотношениях со своим тренером Этери Тутберидзе и о дальнейших планах. Перед World Team Trophy 2021 мы не так много времени с ней разговаривали, старались каждую минуту использовать грамотно, тренироваться, чтобы успеть улучшиться и в этот небольшой промежуток времени, поэтому просто работали, подчеркнула Щербакова. А так она спокойно общается. Этери Тутберидзе требовательная, потому что ей нужен результат, чтобы мы показали, что можем, выдали максимум. Иногда мы сами не знаем, на что способны на самом деле. Она пытается нас мотивировать, хочет нам самого лучшего. Тренеры каждый день вкладывают огромную работу в нас, а мы уже показываем эту работу, которую они проделали, на льду. Но медаль. Несмотря на то, что много людей участвует в моих тренировках, я выигрываю для себя. Благодарна всем, кто на тренировках и после них мне помогает, и родителям, и тренерам, всем. Но катаюсь и выигрываю медали для себя. Анна Щербакова рассказала о своих эмоциях после победы на командном чемпионате мира в японской Осаке и планах по окончании сезона. Сезон был сложный, но простых сезонов не бывает, каждый по-своему сложный. На командном чемпионате мира были непередаваемые эмоции. Переживали и за себя, и за команду. С одной стороны сложнее в том плане, что больше нервничаешь, потому что ответственность, но с другой, у нас большая команда, которая хорошо друг друга поддерживала. И в произвольной я выходила, зная, что у нас уже первое место. Каталась свободнее, за команду уже не переживала. Огромный стадион, все смотрят на тебя. Невероятные эмоции, которые нельзя ничем заменить. Чувствовалось, что выступали со зрителями, мне очень важна эта поддержка. В Стокгольме выступали без зрителей и мне было тяжелее, я люблю, когда полный стадион. Конечно же, еще из телеэкранов за нами следили, это огромная поддержка, и соцсети, и интернет, все чувствуется, сказала фигуристка. Щербакова также рассказала о большом количестве поздравлений после победы на турнире и рассказала о ближайших планах. Сразу, как только добралась до телефона, увидела много уведомлений, сообщений. Родители тоже поздравили, но и вздохнули с облегчением, они сильно переживали за меня и рады, что сезон закончился. Сейчас уже тренируюсь, вчера были уже первые тренировки, приехала и сразу на тренировки пошла. Удалось немного выдохнуть в плане нервов, не нужно переживать за результат, но тренировки будут, впереди еще 2 выступления в шоу, потом будет время отдохнуть, восстановиться и готовиться уже к Олимпиаде в Пекине, сказала Щербакова. В группе Тутберидзе новая яркая звездочка, чемпионка. Стремительный прогресс женского фигурного катания в России не перестает восхищать. Стоит одной плеяде талантливейших спортсменок влюбить в себя тысячи болельщиков, как во весь голос о себе заявляет новое поколение. Оттого и возрастает внимание не только к тем, кто выступает на взрослом уровне, но и к более юным фигуристкам. В число таковых входит Софья Акатьева. В силу возраста 13 лет она пока не может выступать на международных соревнованиях даже юниорского уровня, но из-за мирового вируса их календарь на текущий сезон и так по сути ликвидировали. Спортсменка же планомерно сосредоточилась на национальных соревнованиях. Получилось великолепно. Софья Акатьева выиграла несколько турниров, после чего одержала главную на данный момент победу в жизни, завоевав золото первенства России среди юниоров. Теперь она добилась триумфа в своей возрастной категории в финале Кубка страны, существенно прибавив в полученных баллах. Как же Софья пришла к ответственному статусу надежды и будущей звезды российской одиночки. Акатьева родилась в Москве и с малых лет прониклась фигурным катанием через телевизионную картинку. Сопутствовал этому и живой интерес к ледовым баталиям в семье девочки. Решив отвезти дочь на каток, родители Софьи выбрали ближайший к дому, им оказался Хрустальный.
Так Акатьева попала в знаменитую кузницу талантов. Сперва спортсменка занималась у Юлии Красинской и Оксаны Булычевой, а в 2017 году перешла во флагманскую группу отделения под руководством Этери Тутберидзе. Юная фигуристка успела потренироваться в несравненной компании. Она брала пример с Алины Загитовой, Евгенией Медведевой, Анны Щербаковой, Алены Косторной, Александры Трусовой, и сама же попросила исполнить первые попытки прыжков категории Ультра-Си. Старания окупились, и у Акатьевой сформировался солидный технический арсенал. Так, в рамках финала Кубка России она чисто исполнила тройной аксель и четверной тулуп, а потом еще и в каскаде. Цепляет спортсменка и другими качествами, ее харизму, обаяние и амбициозность можно оценить не только на льду, но и за его пределами. Например, наблюдая за рассудительным общением Софьи с журналистами. Наверняка с опытом эти компоненты будут только расцветать. Как и соответствующая оценка по итогам выступлений. Но долгосрочные прогнозы все же делать опасно, впереди у Софьи как минимум многочисленные возрастные изменения и ощутимый рост конкуренции. Однако тренерский штаб Этери Тутберидзе не теряет в фирменной результативности, а ставка на Акатьеву пока очевидна. При этом на взрослый уровень фигуристка выйдет в 2023 году, уже после Олимпиады в Пекине. Следовательно, участвовать в главном спортивном турнире она сможет только через 5 лет, то есть после совершеннолетия. Современные тенденции говорят, что стратегически Акатьевой не повезло. Впрочем, это ни в коем случае не ставит крест на ее глобальных перспективах. Скорее формирует интригующий ореол грядущего вызова и новых ярких сюжетов в отечественном фигурном катании. Наталья Бестемьянова высказалась о составе сборной России по фигурному катанию на сезон 2021-2022. Национальную сборную обязательно должны представлять те, кто в последнее время принимал участие на крупных международных соревнованиях. В сборной точно должны быть те, кто выступал на чемпионате мира. Это были очень сильные люди, сильный состав, к ним добавится еще несколько человек. Но я не думаю, что нужно вызывать Загитову и Медведеву, сообщила Бестемьянова. Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что Алину Загитову и Евгению Медведеву должны включить в расширенный состав сборной в олимпийском сезоне, если спортсменки сами этого захотят. Скорее всего, они сами не будут пробоваться в сборную в новом сезоне. Но может быть Женя еще попытается побороться, если будет в хорошей форме, а то зачем она тогда вернулась к Этери Георгиевне? Думаю, у нее такое желание есть, если здоровье позволит, она решится на этот шаг. А что касается Алины, то мне кажется, что она уже поставила хорошую жирную точку в своей карьере и сейчас у нее началась просто интересная жизнь. Думаю, она сама уже не будет туда нырять. Ей будет тяжело бороться с нашей молодежью и их четверными прыжками. Нужно понимать, что будет безумно сложно, вопрос только в том, нужно ли ей это самой. Просто будет обидно, если человек займет место, а потом скажет, что не будет выступать. Но я считаю, что если они захотят, то их должны включить в расширенный состав. Что касается критериев отбора, но это все-таки олимпийские чемпионы, как их можно отцепить? Да, они воспользовались своим правом на отдых, а дальше будут думать. Самое главное – рассчитать все риски и принять решение с холодной головой, сказала Бутырская.